друзья, это я, Сталик Ханкишиев, на телеканале Deutsche Welle. Сегодня я нахожусь в Германии, в гостях у прекрасной леди, которую зовут, знаете, как ее зовут? Ее зовут, у меня сердце бьется, ее зовут Феличита. Феличита, come here, please. Посмотрите, какая, а? Не красавица? Красавица. А как готовят? Сегодня мы будем готовить как настоящие немцы. Сегодня мы приготовим... Что мы приготовим сегодня? Käsespätzle, German Käsespätzle. Вы все поняли? Hello and herzlich willkommen to Cook It Like a German. My name is Felicia and today we make cheese Spätzle or Käsespätzle. Finally. I have a very exciting guest today, Stalik from Russia. And what's your last name? Ханкишиев. Моя фамилия Ханкишиев. Это очень трудно произнести. That's why he promised me to help me. And yeah, you want to learn how to cook like a German? Да, конечно. Я стараюсь научиться местным блюдам в каждой стране, которую я посещаю. And one important question for today. Do you like cheese? Да, конечно. Я очень люблю сыр. Может быть, даже больше, чем мыши любят сыр. Because there's a lot of cheese involved today, so let's cook it like a German. Okay, the first thing is we have to start with the dough, like the Spätzle dough. And I show you what it is. Что значит шпецель? Spätzle? Spätzle? This is the name for the pasta. It's kind of pasta. А, паста. Так значит, мы должны начать с того, что замесить тесто? Yes, of course. And later, this is the onions. So it's pasta, cheese and onions on top. But А могу я вам помочь? Ну, значит, тогда надо снять кольца и часы. So it's a very wet, moist dough. Сколько здесь муки? Понятно, 500 грамм. Yeah. You will find the recipe in the box below. And now we need 5 eggs. What is your job? Моя работа, моя профессия – это автор кулинарных книг и телеведущий. So you're an expert and we basically do the same. Да, конечно, такая у меня работа. And what do you normally cook? Обычно я готовлю довольно много мясных блюд, блюда с рисом, ну, какие-то пельмени и, разумеется, кебаб, шашлыки. So not Russian cuisine? Вы знаете, а сейчас узбекская кухня и азербайджанская кухня стали очень популярными в России. А дело в том, что мой папа был азербайджанец, но я родился в Узбекистане. При этом мой родной язык русский. И я сделал эти блюда и эту кухню вообще немного популярнее в России. И сейчас в России, может быть, больше узбекских и азербайджанских ресторанов, чем французских или итальянских. И, к сожалению, даже русских ресторанов. А сколько соли мы должны добавить сюда, в тесто? I always do salt like this, you know? We can... Ну, тогда и я тоже так посолю. О, какая соль красивая. Yeah, this one, everyone. It's known all over the world, right? Not only in Russia. Добавьте воды. Now, you have to mix it very well. In Germany, like the grandmothers would do it like this, like. Моя бабушка тоже так тесто замешивала. You have to stretch the gluten very well. Я сделаю. And you will not use a machine for this? Okay, you have to mix it very well. I can help you. Do you cook at home or where do you do your TV show? Да, конечно, я готовлю дома. В моей телестудии. У меня дома 3 телестудии. I only have that one. Одна из них довольно большая, вторая поменьше. Также мы можем готовить на улице, во дворе. Там рядом лес очень красивый. И также есть обычная телестудия. Ну, такая кухня, как у вас. Как у всех людей. Не бывали ли вы на хлопке, заставят курак собирать? Раз уж заговорили про плов, айда специи закладывать. Теперь этот сироп, по сути дела, представляет собой то же самое,
от всей души. Приятного аппетита! Okay, so last thing we have to add is a little bit of nutmeg. We Germans love our nutmeg. Do you like nutmeg? Да, я люблю мускатный орех. А можно я натру его? Ну, я думаю, достаточно. Потому что запах этого мускатного ореха очень хороший. Иногда специи бывают старыми и пахнут не так сильно. Yeah. That's why I always use fresh grated nutmeg and not the... А если свежий, даже небольшого количества вполне достаточно. The aroma is so much better. Okay, I think we are fine with the dough. We just let it rest. This dish is very easy. We only need two more things. We have to cut the onions and grate the cheese, and then we are almost done. So. Какой нож? Очень красивый. Two onions, just into rings. 2-3 миллиметра. Достаточно? And I will take care of the cheese. We have two different cheeses here. We have Bergkäse. It's 5 months old. It's a little bit. О, пахнет прекрасно. Smelly. And this is Emmentaler. Ooh, this is very strong too. Вы знаете, я знаком с немецкими блюдами, но с очень старыми немецкими блюдами, что поволжские немцы готовили, когда жили в России. So what else do you know? Там было, пожалуй, что самое любимое всеми детьми блюдо кребли, еще выпечка с такой сладкой затиркой и штрудели. Strudel. И тушеная капуста с картофельным пюре. How do you know? Didn't you? Your mother was German, wasn't she? Yes. Да, моя мама была немка, моя бабушка была немка. Вообще, половина моих родственников были немцами. И даже моя сестра живет здесь, в Берлине. Does she? Yes. Maybe you want to tell us a little bit about your YouTube show. Вы знаете, я работаю в качестве профессионального телеведущего кулинарных программ уже почти 15 лет. И я начал выкладывать мои телевизионные программы на YouTube. И это стало довольно популярным. И сейчас у меня уже почти что 2 миллиона подписчиков. We are working on that, so don't forget to subscribe to our channel, please. Almost there. So now we are almost done. We need a pot with water, and then we do the Spätzle. You're the first guest who cleans my kitchen. Maybe you can... Немецкая кухня. Кухня в Германии должна быть очень чистая. Вы знаете, я привык, я воспитан на немецкой кухне. Кухня должна быть в отличном состоянии, она должна быть безукоризненно чистая. Кухня это должно быть самым чистым местом в доме. So where did you learn this? Maybe I can go there once. And we need some salt. So now we have to wait until it cooks. We can do the onions now. Yes. Да, мы должны пожарить это. А на каком масле вы жарите? На растительном или? О, сливочное масло. Вот это мне нравится. Perfect. Yep. А сколько масла понадобится для того, чтобы пожарить вот этот лук? Yes. Сколько? Yes. Что да? Все использовать? Все положить? You can use a lot. Yes. Ну тогда подайте мне нож, пожалуйста. The answer for butter is always yes. Масло, масло, а в конце еще немного масла. Do you use a lot of butter in Russian cuisine? В современной российской кухне, да не только в российской, а в кухне вообще, люди пытаются использовать как можно меньше сливочного масла, растительного масла. Но это выходит невкусно. Видите, я тоже красивый. Yeah, so. And we eat butter. Я ем сливочное масло. We can have a salad tomorrow, but today it's Käsespätzle with a lot of butter. А можно я принесу кое-что? Сейчас принесу. Подождите минуточку. Только взгляните, что у меня есть. Beautiful. This is beautiful. Это сделано в Германии, но это сделано в узбекском стиле. Мы используем это, чтобы перемешивать в казане. Okay. Но она очень большая. It's a lot of onions. Слишком большой инструмент, так что давайте лучше используем для этой небольшой сковородки вашу The лопатку. water is almost boiling. And now we have to take care of the Spätzle. Yes. And we have this special tool for it. Because the way you do it, you put the dough here. And then you put it into the water. So that they will look like this, but a little bit thicker.
Я вижу, понятно. Но я никогда не видел до этого такой способ приготовления пасты. Okay, so you have to put it into the water first so that the dough doesn't stick. I will show you once and then you will try. Or you want to try it? Нет, сначала вы I попробуйте. try first, okay. Вы покажите мне, вы научите меня готовить по-немецки. Of course, and then I come to Russia and you will show me how to cook like Конечно, какая проблема? we cook outside in the woods. Конечно, конечно, с удовольствием. Here. Okay, and let's see how good it comes out. Очень интересно. Я никогда не видел этого раньше. Очень интересно. Надо же. Ну, давайте попробую. Yeah. A little bit closer to the water. Ну вот, ничего не вижу. No. Yeah, bravo. I mean, some grandmas needed ages to learn this, so it's fine however you do it. А из какого региона Германии это блюдо? It's very famous in the south of Germany. And now there's a special tool to fake a little bit. That's what you can also use. It's not Для very чего? traditional. Зачем это? Now we put the dough in here, and then you will do it like this, and the dough will fall into the water. Я не понимаю, как это работает. Давайте вы это сделайте. Now the dough will just fall into the water. Тесто простирается, падает в воду. Yeah, it's falling, but now the shape is. О, да, это красиво. Красиво получается. But you can see the shape is a little bit different. Yes. And you will not call it Spätzle, but Knöpfle. It's like this small form of a button, like a very small button. Like, Да, да, продолжайте, пожалуйста. do you like it? Да, мне нравится. Do you want to try one of these? The German pasta. Но, подождите, вы мне очень нравитесь, потому что вы едите пасту, как будто вы моя дочь. Потому что мы все любим пробовать руками, и вы такая же. А могу я показать вам кое-что? Мне нужна вода. Water? Да, мне нужна. Вот этой воды будет достаточно. What does it do? Это такой способ. Вот в Марокко они жарят лук не в таких количествах, а по 10 килограммов. Очень по многу для многих блюд. Yeah, that's a lot. И по этому способу выходит очень красивый цвет, очень хороший вкус. Сначала лук размягчается, потому что они добавляют воду. Из лука начинает выходить сок, вода испаряется, и лук приобретает золотисто-коричневый цвет. Я научился этому. They use water. Я научился этому на кухне короля Марокко. Oh, okay. But why have you been in the kitchen of the Moroccan king? What have you Потому been doing что there? я написал книгу о марокканской кухне тоже. Ah, okay. So maybe we can make a cookbook about German cuisine. С удовольствием. Yeah. A little bit of salt for the onions, of course. And some pepper. Может быть, у вас есть куркума? Yeah. You want some? You want some? Да, если добавить куркуму в лук, то получается очень красиво и очень So now вкусно. we're making onions with a Stalik twist. Now we're mixing the cheese with the Spätzle in the pan. А вам уже нужен лук? Now we put the onions on top later. It goes into the oven very shortly so that the cheese can melt down. And then
The most important thing is that you use enough cheese. Но лук уже почти готов. 5 минут, подождите. So it's good timing. Я думаю, я должен приготовить это блюдо для моих подписчиков Yeah? тоже. Я хочу показать это. That's cute. Okay, I will put it in the oven. Wait. Это блюдо выглядит, знаете, очень умно. It's smart and it's easy and it has cheese, so it's fine. I will chop a little bit of parsley for decoration and for taste. А у меня для вас небольшой сюрприз. Небольшой подарок. Большой или маленький, я не знаю. Это моя книга. Это моя кулинарная книга номер 11. Это книга моего детства. Книга о том, что я ел в детстве. Вот, например, русские пельмени. Потому что, когда я родился, в тот день, когда я родился, мои родные готовили пельмени. Я знаю это. Да, пельмени. Мы называем это пельмени. А вот еще это вареники с вишней. Это моя семья, это мои предки. So you're kind of German, aren't you? And it's good that now you know how to cook it like a German. И теперь мне очень приятно подарить эту книгу вам. Thank you, but you have to sign it later. Okay. So they look beautiful. Видите? Это выглядит по-настоящему вкусно. He can speak German. Okay. Zwiebeln, yeah, true. Я помню некоторые слова, видите? Last thing we need is a little bit of parsley, like this. So now we cooked it like a German. Да, мы приготовили как немцы. Yes. So let's eat. Пойдем покушаем. So what is guten Appetit in Russian? Приятного аппетита. Приятного аппетита? Ну, можно сказать, хороший аппетит. So let's eat. Ешь на здоровье. На здоровье. На здоровье. So you like it? Oh yes. Да, мне нравится очень. The cheese is so good. So thank you so much for being here. It was very exciting for me to have a Russian guest, and I really hope I can come to your place one day. Thank you. Cheers. Next date is in Russia for sure. I really hope that you liked our Käse Spätzle. If yes, don't forget to leave a thumbs up and see you next time from Cook It Like a German. Bye!